После того, как тигрица потеряла своих детенышей, ее жизнь будто остановилась. Она лежала, не поднимая головы, с потухшим взглядом, полным слез. Все попытки ее спутника, большого и сильного тигра по имени Радж, вернуть ее к жизни были напрасны. Он приносил добычу, старался ободрить ее, но она даже не смотрела в его сторону. Боль утраты была слишком глубокой, и Майя медленно угасала от тоски и одиночества. В отчаянии Радж все чаще стал уходить в джунгли, беспокойно и бессмысленно бродя среди деревьев, пока однажды не заметил на лесной тропе маленького щенка. Он сидел один и жалобно скулил, явно зовя на помощь. Как он оказался так далеко от людей, осталось загадкой, но, скорее всего, его просто выбросили как ненужную игрушку, избавившись от живого существа, которое кто-то когда-то взял на себя ответственность вырастить и любить. Щенок был еще совсем мал и пах людьми. Значит, оказался здесь недавно. Радж сначала не знал, как поступить, ведь перед ним был представитель совершенно иного мира. Но что-то в его зверином сердце подсказало, что бросать малыша одного было бы неправильно. Он осторожно взял щенка за шкирку и, словно собственного детеныша, понес к логову, где его ждала ослабевшая от боли тигрица. Когда Радж принес малыша, Майя сначала даже не обратила на него внимания, но как только щенок, дрожа от страха и голода, прижался к ее боку и начал сосать молоко, что-то в ней изменилось. Она медленно повернулась к нему, начала вылизывать его мягкую шерсть, и в этот момент к ней вернулось то самое ощущение, которое она думала утратила навсегда. Тепло, жизнь, материнство. Ее сердце, разбитое и холодное, вновь наполнилось смыслом. С этого дня щенок стал частью тигриной семьи. Он рос рядом с Майей и Раджем, впитывая их повадки, подражая им в играх и охоте, учась выживанию в дикой природе. Радж, почувствовав ответственность, начал обучать его охотничьим навыкам и тонкостям жизни в джунглях. Щенок рос смелым, сильным, быстрым и умным, и с каждым днем все больше напоминал хищника, но не по внешности, а по характеру и поведению. Тем не менее, Радж понимал, как бы он ни старался, щенок оставался собакой, а значит, в будущем ему будет трудно выжить среди тигров. Рано или поздно стая не примет его, и тогда он окажется в опасности. Наступил момент, когда Радж понял, если он действительно любит этого малыша, он должен отпустить его, отнести к людям и дать ему шанс на жизнь в мире, где его примут. Рано утром Радж снова взял повзрослевшего щенка за шкирку и отправился к ближайшей деревне. Щенок скулил и не понимал, почему его уводят от дома, где он чувствовал себя в безопасности, но тигр шаг за шагом приближался к окраине деревни. Добравшись до одного из дворов, он аккуратно оставил собаку у ворот и, укрывшись в кустах, остался наблюдать за тем, что произойдет дальше. Малыш бегал по двору, звал свою тигриную семью, пока его не заметил мальчик. Он осторожно подошел, поднял щенка на руки и прижал к груди. Малыш быстро почувствовал тепло и спокойствие и притих. Его оставили у себя. С этого дня он стал частью человеческой семьи, и жизнь пошла по-новому. Прошли годы. Щенок вырос в сильную, преданную и необычайно умную собаку. Его способности поражали всех, кто видел, как он охотится и ориентируется в лесу. Он был вынослив, бесстрашен, и среди других собак не знал себе равных. Однако одно оставалось для хозяев загадкой. Он упорно отказывался участвовать в охоте на тигров. Несмотря на это, его любили всей душой. Он стал полноправным членом семьи, а особенно привязался к тому самому мальчику, который нашел его в тот день у ворот. Они росли вместе, проводили время в лесу, учились друг у друга, и со временем мальчик стал сопровождать отца на охоте.
Тем временем в джунглях у Раджа и Майи наступило новое счастливое время. У них родились 3 тигрят. Майя снова вылизывала новорожденных, грея их своим телом, а Радж охотился и приносил пищу. Все в логове дышало жизнью и гармонией. Однажды люди с собакой снова отправились в лес. Пробродив большую часть дня, они решили отдохнуть и, не заметив этого, оказались рядом с тигриным логовом. Собака вела себя необычно. Настороженно принюхивалась, металась, вставала в стойку, будто чувствовала что-то знакомое, давно забытое. И вдруг из зарослей появился Радж. В его пасти была свежая добыча. Увидев людей, он мгновенно напрягся, зарычал, готовый защищать свою семью любой ценой. Один из мужчин поднял ружье, но прежде чем он успел выстрелить, между ним и тигром встал пес. Он заслонил собой своего приемного отца, того, кто когда-то спас ему жизнь. Мгновение замерло. Радж почувствовал знакомый запах и понял, что перед ним тот самый щенок, которого он однажды оставил у людей. Пес тоже узнал тигра, а вместе с ним и запах логова, где когда-то нашел тепло и заботу. Он вспомнил материнскую ласку, вкус молока, ту самую шерсть, в которой утыкался носом холодными ночами. Тигр издал низкий протяжный звук, и на его зов из логова вышла Майя. Она остановилась, увидев перед собой повзрослевшего щенка, и медленно подошла. Пес лег на землю, показывая свою покорность, и жалобно заскулил. Майя начала вылизывать его, как делала это в его детстве, будто не прошло ни дня с тех пор, как они расстались. Люди наблюдали за этой сценой в полном молчании, будто само время замерло, боясь потревожить ту хрупкую связь, которая внезапно открылась между диким и домашним, между прошлым и настоящим. В их глазах отражалось непонимание, сменяющееся восхищением, а потом глубоким осознанием. В этот момент они вдруг ясно почувствовали. Вся история этой собаки была не случайностью, не прихотью судьбы, а цепью событий, где каждое звено имело значение. Пес не отказывался охотиться на тигров из страха или упрямства, как думали раньше. Он просто не мог поднять зубы и клыки на тех, кто когда-то заменил ему родителей, кто согрел его в самую холодную и страшную ночь, кто научил его жить, когда шансов выжить почти не было. Среди этих тигров была его настоящая семья, не по крови, но по духу. Он не просто помнил их, он носил их в себе, в каждом движении, в каждом взгляде и повадке. Он вырос между двумя мирами и научился быть верным обоим. И сейчас, стоя между ними, он не выбирал сторону, он просто защищал любовь. И ради тех, кто однажды спас ему жизнь, он был готов пожертвовать своей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.